Сегодня наш второй день в столице Аруба Арангистаде. Остров славится своими пляжами, здесь их около 40. Вчера мы были на Палм-Бич, а сегодня поедем на Игл-Бич. Убера на острове нет, только такси и общественный транспорт. Мы продолжаем наш бюджетный эксперимент и опять поедем на том же автобусе до пляжа. Как дойти до автобусной остановки, я подробно рассказала в предыдущем видео. От порта до автобусной остановки мы дошли за 7 минут. Справа вот эти небольшие здания, это сувенирные магазины. И вот видно, как рядом проходят трамвайные линии, стоят люди как раз на остановке, и они ждут бесплатные тралы. Он проходит по всему центру города. И мы планируем сегодня на нем прокатиться. Возле магазина Пандора находится пешеходный переход. Нужно перейти дорогу. И между вот этими двумя зданиями пройти немножко вперед, и там будет автобусная станция. Вот касса. Мы сейчас здесь купим билеты. Вот они стоят $5. Туда и обратно, Day Pass на целый день $10. Проезжаем Каса дель Мар Резорт, и буквально в 1 минуте от него будет наша остановка. Eagle Beach. On the way back, yellow sign on the other side, please. Это и есть наша остановка, и через дорогу виден пляж. Решили вот продолжить бюджетный эксперимент и расположились под деревом, как и многие рекомендуют, и что делают в принципе местные. И вот такое дерево. И встретили русскоязычную компанию тоже с нашего же лайнера. Ну, пойду дальше по пляжу. Здесь так прохладно под этим деревом. А вообще сегодня, конечно, жарковато и тоже ветер. Пляж здесь нам больше понравился, чем вчерашний. Здесь тоже белый песок, но море очень такое тоже приятное. Вчера был ил. И водичка бирюзовая, красивая. Вода холодная, когда заходишь. Потом ты к ней уже привыкаешь.
отдыхаешь. Но все-таки сегодня 20 февраля, и поэтому, конечно, может быть, она должна быть немножко прохладной. Но это буквально несколько секунд, потом все нормально. Алина, как тебе остров? Лошадь мне вчера понравилась. Вернуться хочется опять. На остров? Как Да. тебе пляж сегодня? Не, она про Лучше, чем вчера. Лучше, да? Не, она хочет вернуться Дно, на Форисева. дно классно. Во-первых, ну, отличное песок, глубокое, вода чистейшая, Вода просто изумрудного цвета. Даже Мужа видит редко, поэтому у него как тебе пляж еще раз? Отличный пляж. Даже разулись босиком, Вчера мы без всяких этих шузов, все нормально. Алина, как тебе? я уже все сказала. Прекрасная Молодец. изумрудная вода, Марина? Да. песок. Вода даже другого цвета, чем вчера. Она действительно изумрудная, она классная, высокая, но не очень мне понравилось. Но самое главное, что сегодня нет ветра. Я не В знаю, смысле, ветерок есть, но как вчера уносило все я не знаю, это все. день ветреный или это место пляжа такое, но вчера невозможно было даже головной убор носить. Ух, надо переключить авто, снять. Ух, вот, да, вот так. Вот наш пляж. Вот наши все отдыхающие. Вот. Вот. Встретили мы здесь. Вот. Мой муж снимает, это не я. Она пишет, так доверила ассистенту. Вот, все. Встретили наших познакомились, земляков. Дважды Да. земляков с корабля, еще и с родины. Если не земляки. О, куда пляж идет большой. Возле себя брось. Я не просто гуляю по пляжу, а иду в поисках дерева, которое является символом Арубы. По всему острову можно увидеть деревья причудливой формы. Называются они диви-диви. В доколумбовой Америке на острове жили индейцы-араваки. Они верили, что дерево диви-диви обладает духовными качествами и использовали листья дерева в лечебных целях. Но я иду к другому дереву. Его часто путают с диви-диви. Оно также из-за постоянных ветров тянется кроной на юго-запад, и они очень похожи. Но растет это дерево в песке. Вот я наконец-то к нему и подошла. Называется оно Фофоти, если я правильно произнесла. Я не уверена. Вот такое согнутое и скрученное безжалостными прибрежными ветрами дерево Фофоти остается прочно укорененным в песчаной почве, являя собой пример силы и выносливости. Многие туристы приезжают сюда из-за этих деревьев
Для них это местная экзотика, естественная фотозона, а также тень, как от обычного дерева. Если кто-то хочет найти эти два дерева, их здесь не так много, по-моему, только эти два. Вот они находятся прямо напротив вот этой гостиницы. Я не знаю, как она называется, но вот она такая ярко-оранжевого цвета. Пляжный день подошел к концу, и недалеко от нашего дерева, где мы замечательно провели время, находится автобусная остановка в обратную сторону. Мы купили проездные карточки, $5 в обе стороны, но можно заплатить водителю $3 в одну сторону, и желательно наличными. Флаги Арубы, США и Нидерландов. В 1634 году в ходе многолетней войны с Испанией голландцы захватили Арубу и близлежащие Кюрасао и Бонэйр. Их сокращенно называют ABC Islands. 2 года назад мы были в Карибском круизе по 5 островам, куда входили Аруба и Бонэйр. Мы уже почти подошли к Бонэйру, но лайнер развернулся в другую сторону, и капитан сказал, что из-за сильного ветра он не может рисковать нашими жизнями, и мы держим курс на Арубу. Но вечером он тем же приятным голосом объявил, что вместо Арубы мы зайдем в порт Кюрасао. Я это рассказываю для тех, кто не знает, что круизные компании оставляют за собой право менять направление лайнеров из-за климатических и политических условий. Кстати, Кюрасао нас очаровал. Он не такой разрекламированный остров, как Аруба, но не менее красивый и красочный. Так что сюда мы попали только со второй попытки, но зато на 2 дня. Мы вернулись на этом автобусе, и кассы уже закрыты. Они работают с 6 утра до 1:30. После пляжа у нас было запланировано бесплатное удовольствие на таком замечательном трамвайчике. Мы едем. Это трамвайчик государственный, и поэтому он бесплатный. Утром обычно 45 минут у них делает один круг вокруг центра города. А вот сейчас, это уже после обеда, всего будет 25 минут. Right, ladies and gentlemen, good afternoon. Welcome aboard. Welcome to Aruba. Now we're heading to the Renaissance Shopping Mall. We're gonna have another ride. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Роял Плаза с обратной стороны. Мы остановились возле Национального археологического музея Арубы.
Для музея использовали здания, построенные в конце XIX века, выполненные в голландском колониальном стиле. Музей был открыт в 2009 году. Наш своеобразный трамвайчик остановился на плазе Дэниел Лео, и у нас была возможность полюбоваться окрестностями столицы Арубы и сфотографировать визитную карточку Арнистада, эти очаровательные дома пастельных тонов. Можно гулять по любым улицам, не только по центральным. Они все очень красивые. Кругом бары, сувенирные магазины. Конечно же, синие лошади. Нас ждет наш трамвайчик. Вот такая огромная акация. Я их не видела с тех пор, как мы уехали из Ташкента. Вот у нас в Ташкенте такие же росли. Правда, не рядом с пальмами. Ну, прям ностальгия. Толик, у нас тут такие деревья росли в Ташкенте. У вас тоже в Беларуси? Десятиминутная остановка подошла к концу, и мы возвращаемся в порт. Касса Плая. Возвращаемся в порт. Наш бюджетный эксперимент успешно завершился. Мы потратили сегодня $20 на четверых. Мы зашли в маркет, прям на улице. Вот такой огромный. Можно купить разные сувениры. Здесь как лабиринт. Магниты мы уже купили. Идем дальше. Такими ушками. Йода. Говорят, что Аруба самый дорогой остров. Я собираю эти лошади, таких дешевых мы еще не покупали. Всего $5.
Дорогу можно переходить где угодно. Они пропускают, надо только помахать. Вот отсюда видно два флага. Это один компании Princess Cruises, а другой флаг Арубы. И вот мы посмотрим, они что. Вот в каждом порту менять флаги. Мне это интересно. Ну все, 2 дня прилетели незаметно. И мы возвращаемся в наш плавучий отель. Это было классно. Ночь провести на острове. Отплываем от замечательного, очень красивого острова Аруба. Получили колоссальное удовольствие от пляжей, от города, от архитектуры, от всего. Но больше всего мне понравились люди. Я таких островитян, вежливых, воспитанных, но очень доброжелательных, ни на одном острове еще не встречала. На всех островах люди очень доброжелательные, но здесь они какие-то уникальные. До свидания, Аруба. Я надеюсь, что мы еще сюда вернемся. Очень хочется сюда вернуться. И мы рады, что нам повезло, и мы провели здесь 2 дня. Одного было бы, конечно, недостаточно.